Мы в Замбии. И даже чуть-чуть обгорели. А вот это водопад Виктория. Одно из самых удивительных мест на планете Земля. В Замбии очень красиво, но люди живут очень бедно. Чтобы сделать жизнь местного населения чуть легче и чуть интереснее, сюда приезжают энтузиасты со всего мира. Иногда они приезжают из России. Один из них прилетел из Петербурга с женой и 3 детьми, чтобы учить футболу детей, у которых нет еды, обуви и возможности ходить в школу. В ближайшие 40 минут про то, как лихо можно менять свою жизнь, а заодно менять жизнь тех, кто рядом. Вперед! У моей дочки младшей, ей тогда было 7 месяцев, выскочил прыщик. Так. Просто обычный прыщик, на который мы реагировали как на прыщик. Но прыщик начал расти как-то быстро, и на следующий день это был прям большой прыщик. Так. Мы уже немножко забеспокоились, а к вечеру из этого прыщика вдруг вылез живой червячок. Это был тот день, когда вот мы все, Замбия заканчивается для нас. На этом мы уезжаем, но поехали к доктору, доктор отреагировал: это бывает, манговая муха. Я: подожди, из моей дочки вылез живой червяк, что значит это бывает? Из головы моей дочки вылез живой червь. Короче, история такая, белье здесь сушится всегда на улице. Ну, потому что, да. Поскольку жарко, насекомые, в том числе манговые мухи, они ищут прохладное или влажное пространство, где они сидят. И вот манговые мухи, садясь на белье, которое сушится, откладывают там свои яйца, которые потом ты надеваешь одежду, ты ложишься на постиранное белье, и вот эти вот яйца проникают в поры твоей кожи и достаточно быстро развиваются в личинку. И личинка потом просто выползает. И они сказали, что это нормально. Чем ты занимался до того, как уехал в Замбию? Я работал около футбольного клуба «Зенит», я вот так скажу, около. Я не в футбольном клубе работал. Я был водителем футболистов. Я пришел как водитель футболистов персональным. Сначала я работал с Акселем Вицелем, потом одно время я работал с Акселем и с Юрой Ладыгиным, совмещал. И потом, когда Аксель ушел, я дорабатывал уже с Юрой. Ты говорил, что есть какое-то слово, которое обозначает твой род занятий? Да, я пришел как водитель, а впоследствии обязанностей, так скажем, все больше и больше сваливалось. Я был и бэйбиситером, и доктором семейным. Там. В общем, слово это звучит как батлер. В американском варианте это немножко такое неправильное значение, потому что оно близко к слову slave. В Африке это вообще очень актуально, наверное, звучит. Но вот в европейском батлер — это человек при королевском дворе. Есть условный король Монако, допустим, и вот у него есть батлер, который утром стучится: «Доброе утро, Ваше Величество, вы уже проснулись. Значит, вот ваше расписание на сегодняшний день, вот это ваша одежда, которую вам нужно одеть, она поглаженная, у вас, ну, давай на футбольный язык перенесем, вот это вот, значит, ваша форма, которая вам сегодня нужна, значит, сегодня с логотипом Газпрома, можно, да? Газпрома или без логотипа Газпрома, в зависимости от матча. Сегодня после тренировка там с 11 до часу, едем к 9, потому что у тебя там массаж процедуры или
разминка, процедура, возвращаемся в 3, едем на обед, вот обед, я, если что, уже все заказал, семья у тебя прилетает во столько-то, я организовал доставку. То есть человек, который решает вопросы. И рабочие, и в том числе, которые возникают. Бытовые. Бытовые, да. Что это за чувак? Это мой уволенный ассистент. А что случилось? Я начинал с 3 ребятами, вот там сейчас 2 стоят. Ну, речь шла о том, что я на них рассчитываю, они мне помогают, когда меня здесь нет на поле. Вот, допустим, здесь сегодня уже все поставлено, мячи выставлены. Я им плачу деньги. Так. Ежедневно сюда за транспорт и за еду, если они здесь целый день. А Алекс, тот, который там сидит под пальмой, под деревцем, он, короче, меня немножко так подставил неудачно. Я от него очень сильно зависел, когда мы строили поле. Что он сделал? Нет, я ему просто дал деньги на проезд, и в этот день он не пришел, когда вся работа зависела только от него. И получается, что у нас весь день провалился, потому что не пришел Алекс, и он выключил телефон на 3 дня, и пришел только в пятницу, когда знал, что я здесь жарю курицу для парней. Пожрать. Пожрать, да. И я ему сказал, что просто даю тебе еще немного времени, я должен быть в тебе уверен, если я за тобой просто буду бегать вот так постоянно. И? Ну, ты можешь приходить. Я ему сказал, что он может приходить по вторникам, четвергам играть, я просто буду на него смотреть, и когда увижу немножко другой подход, я его обязательно приглашу. Вот сегодня тренировка в 15, сейчас 11, так. И вот он на 4 часа раньше пришел. Я ехал сюда с одной целью, и у меня были мысли вот в одном векторе, в одном направлении. А когда приехал, я увидел, что действительность немножко другая, и я изменил вектор. И я понимаю, что я здесь правильно. Ехал я сюда для того, чтобы привести футбол пацанчикам, у которых нет детства, просто играть с ними год, общаться на языке футбола. И громко звучит «менять судьбы». Как? Теперь моя самая главная цель, я хочу, чтобы все пацаны учились в школе. Они не учатся в школе. Я хочу просто их вернуть в школу. Футбол теперь как мотивация, чтобы они вернули в школу. А какая связь? Если они хотят играть в моей футбольной команде, обязательное условие, они возвращаются в школу. Я нахожу для них спонсоров, я нахожу для них пути возврата. Вот. Это как самое главное теперь моя... И то есть твоя задача сделать твою команду популярной, чтобы все хотели в ней играть, а если ты не ходишь в школу, ты в ней не играешь? Ну, она есть, но у меня нет задачи сделать ее популярной. Нет, для них имеется в виду, чтобы пацаны из трущоб хотели туда попасть. Они все хотят туда попасть. Они уже априори все туда хотят попасть. Каждый пацанчик будет объяснять, что он с детства мечтает быть футболистом. Тут даже каждый взрослый будет тебе объяснять, что он провалился, потому что он мечтал стать футболистом. И даже там в свои 30 у него все еще есть шанс, он в это верит. Лишь бы играть. So 3 fritters for each one and some juice, okay? Who will go? Just two guys who gonna go in the shop. Giorgio? And Dick. And Dicky. 25 for juice and 75 for fritters, okay? Pef is gonna die soon if he will not eat. Слушай, а ты разве кормишь их? Ну, периодически. А почему ты сейчас... Просто сейчас солнце вышло. Так. Прикинь, вот мы ехали на машине, они прошли пешком под солнцем. 10 километров сюда. Так. 10 километров. Все, что мы ехали на машине, они пешком проходят. Так. И вот мой ворочек, когда гол забили, видел, он упал. Я просто спросил, что он сегодня ел. И? Он сказал, что ничего не ел ни сегодня, ни вчера. Идите быстрее, потому что Пефис умрет сейчас? Да, с голоду, да. И они реально посмеялись над этим? Ну, это шутка, не знают мои шутки такие. О, прикольно, что они... То есть
Они страдают, но над этим смеются. Не, ну это не страдание, ну не надо так. Подумаешь, Они 2 просто- дня не есть, будучи подростком, да? Ну, для них это обычная жизнь. То есть, если они некоторые из них. Есть ребята, которые кушают нормально, там, 2-3 раза в день. Ага. Есть ребята, которые кушают и курицу там 1 раз в день, может быть, даже. Вот. Но также среди них есть те, которые едят 1 раз в день, и для них это тоже норма жизни. И курицу они могут есть 1 раз в год. И это тоже норма жизни. То есть это вот просто данность такая. Когда им просто даешь деньги, вот у них начинаются вот такие вот дебаты. Сейчас я им сказал, что им купить. И то они вот не послушались, купили бисквиты, и вот из-за бисквитов срач. А поначалу я им просто давал деньги, купите себе что-нибудь поесть, и у них вот такие вот дебаты, что купить курицу или черви. Потому что они, допустим, на 50 квачей купят 1 курицу или такой вот пакет большой червей. Они живые? Да, не сушеные, ты их вымачиваешь, а потом делаешь. Хочешь купим? Да, ну давай купим. Ну, блин, Да ты должен попробовать. Я покупаю просто свежую кукурузу, и здесь другая продавщица была, она меня спрашивает, а что, белые люди тоже едят кукурузу? It's really tasty. But you know, And you like it? Yeah, very much. I ate it when it was alive. I like. Yeah, did you try, no? Червячки, смотрите, такие хорошие, они были вот-вот-вот-вот. Будем... Домой привезешь? Домой везу. Гостинцы. Совмещать работу и путешествие – кайф. И у нас пока это получается. Но все благодаря вам. Мой поклон. Я давно мечтал оказаться в настоящей Африке, но чтобы получить новые впечатления от жизни, не обязательно гнать на другой континент. Любые свободные выходные – отличный повод исследовать то, что совсем рядом с тобой. Например, Подмосковье. В Московской области есть несколько мест, которые идеальны в формате одного дня или выходных. Вот мой топ-3. Коломна. Аутентичные кремы, церкви, соборы, монастыри и несколько аутентичных музеев. Музей Калачная, где работает действующая пекарня, и музей Пастилы, где можно надолго застрять с детьми или с Серегой Лынковым. Серега очень любит поесть. Дубна. Наукоград. Крупнейший в России центр изучения ядерной физики. Всем, кому интересна эстетика советского модернизма, срочно туда. Серпух. Я его уже как-то рекомендовал, потому что он, во-первых, очень красив, а во-вторых, это родной город нашего нежного редактора Танечки. Танечка с тех пор стала совсем большой звездой, поэтому туда надо ехать обязательно. Второй подход москвичей к Подмосковью – дачно-садовый. Он совсем мне не близок, я просто 0 во всех дачных делах, но пробовать новое – это всегда интересно. Ребята из Fiskars, одного из старейших европейских производств, которому в этом году исполняется 370 лет, подогнали мне 3 крайне необходимые вещи для дачи. Топор, лопата, секатор. Сейчас вот эти кривые руки попробуют применить эти предметы в деле. Смотри, а вот так вот делают. А вот и городские подъехали. О, пошло! Острое лезвие, которое разрубает бревно с одного удара. Топорище полое, поэтому рубить очень просто, а сломать почти невозможно. Гарантия 25 лет при регистрации на fiskars.ru. А сейчас мы посадим настоящее дерево. Блин, такая психотерапия, пацаны. Все, я вырыл. Сейчас мы вытаскиваем эту штуковину, деревце, и его сюда ставим. И теперь еще земелька. Офигенно. Главное, что нужно знать про эту лопату. Удобная, прочная и не напрягает. Копаешь, копаешь и не устаешь. Секатор. Реально держу в руках впервые в жизни. И посмотрите, какая ручка. Оп, оп. Она поворачивается и таким образом помогает срезать. Что, режут? Волнуюсь, пацаны.
Это был очень интересный опыт. Ну а все, кто выбирается за город регулярно, бежим на ozon.ru, вводим промокод 370 и закупаемся инструментами Fiskars по специальной цене. Ссылка в описании. Вперед! С возрастами здесь сложно. Ты можешь у пацана спросить, сколько ему лет, он тебе сегодня скажет одну цифру, завтра другую. Они не празднуют дни рождения. Здесь никто не празднует дни рождения. Часто бывает, что ребенка регистрируют только лет в 5, там, особенно в Танзании это распространено, что если ребенок дожил до 5 лет, там, малярия или еще что-нибудь, то его регистрируют, дают свидетельство о рождении. А до этого просто может не пригодиться. А до этого, ну вот он живет, выживет, окей, не выживет. Поэтому, когда я его спрашиваю, сколько ему лет, Samuel, how old are you? 10? Окей. Now it's 10. А вчера? По 12 было. Помолодел. Есть в воздухе эликсир молодости. История Бенджамина Баттона. Здесь хранится весь мой футбольный став. Вот это вот мячики для маленьких как раз-таки девочек, для то есть четверки. Пятерки тоже здесь. А, здесь просто живут люди рядом с полем, где-то построил поле, и ты у них хранишь вещи. Да. А это их дом? Да, здесь живет многодетная семья. Человек работает в школе, my father's house, преподавателем. Льюис его зовут, это его дочка Blessing. Вся семья, еще двое детей, кроме Blessing. И они здесь живут. Вот здесь, типа, гостиная, и за шторкой спальня. Их 5 человек здесь, да? Да. Ага. А удобство? На улице, ну, вон там туалет есть и также... А душ? Ну, хватит, какой душ. Так, а сейчас там готовят рыбу, да? Такие вот печечки. Там угли, да? Там угли, да, вот готовятся. Это рыба. Рыба — это хорошо считается. Здесь хорошо, что, ну, во-первых, у них есть что есть, и у них есть вода бесплатная. То есть для них бесплатная. Колонка вот здесь вот. Ребята пробурили колонку на себе на землю, для них есть. Вот. А вообще вот там вот в трущобах, где люди живут, они вот так же готовят, но вода еще и платная. Они помесячно платят какую-то таксу. Такая вот труба торчит, она включается в определенные часы в день, и люди выстраиваются, набирают себе воду для того, чтобы там помыться, приготовить и что-то еще. А здесь есть те, кто ходит в школу, и кто не ходит? Да. Потому что там иногда бывают причины, что у меня порвалась обувь. Меня не пускают в школу. Когда покупаешь, и ты белый, это одна цена. Когда ты местный, это другая цена. Поэтому кебы сейчас будут все делать. Кеби сейчас просят. На самом деле я знаю, что они стоят 40 лач, и можно устроить скандал. Но надо, во-первых, сначала... Хочешь, давай послушаем, сколько они скажут, Давай, если я давай. спрошу. Сейчас будут ли нас разводить местные? В большинстве мест здесь тебя просто воспринимают как кошелек, потому что каждый белый человек, у него есть неограниченное количество денег. И это вот здесь просто на подсознании. Обман белого человека — это... Ну, считается достойным каким-то событием таким. Вот. Есть выкрики какие-то из толпы. Музунгу они называют. Белый человек, ну они прям так и говорят. Белый. Музунгу, музунгу. Я говорю, да, музунгу, окей. Мурибанджи. Типа, как дела? Вот. Но не ненависть на расовой почве. Просто какие-то другие вообще процессы. У твоего пацана нет проблем, когда он ходит в школу? Так, но мой сын-то ходит в школу, в русскую школу. Там, в русскую. там обратная проблема. Там есть один мальчик полностью черный. Его усыновила теперь семья, где есть русская женщина. По отношению к нему есть какие-то вот такие от русских детей. И мой сын стал с ним, они стали лучшими друзьями именно по этой причине, что ему приходится его как бы защищать. Вписываться? Да, он впрягается за него. If I take two, then it's price. And it's not 40 for each one. No? Yes. Говори 45. 45? Да. И что, не сбросит? He said 45? 45. Is it correct price? Я уже умею. Их надо взвешивать. Здесь, мне кажется, некорректно говорить о том, что там
хорошее или плохое отношение с животным, или кошерное, не кошерное. Знаешь, Почему? то есть, когда тебе нечего есть, и вот это вот еда, это... Это правда. Прости. Видите, мы просто этот момент стараемся опускать всегда. Мы и так вкусно едим стейки или куриную грудку, а стараемся опускать вот этот процесс покупки. А в Африке все натуральное, поэтому опустить его невозможно. Типа Бог может? Да, Бог всемогущий. No, can you? I think they're owners. Видишь пакеты? Да. Они вот прям вкопаны туда. Таким вот образом ремонтируют все дороги. А это не мусор, это они просто... Это да, они вот закапывают пластик, чтобы он вместе с ними просто был там утрамбован. Если выйти на центральную улицу, вот, например, вот это. Это просто это часть их бетона. Да, она укрепляет. Ты с мужиком говорил, мужик тебе предъявлял, почему ты ему дорогу не построишь? Да, он говорил про дорогу, и они действительно находятся вот в неком таком перманентном чувстве ожидания, да, какой-то помощи. Кто-то меня накормит, кто-то меня оденет, кто-то приедет, что-то сделает. Смотри, Эй! если махать, все начинают махать. Так вот, и они всегда ждут, они поэтому всегда на расслабоне, и это их демотивирует делать самим что-то. Да, вот у меня есть банан сегодня, я съем банан. Что будет завтра, посмотрим завтра. Завтра приедут американские Может, или кто-то русские. приедет, американцы, русские, может, они дадут, может, там меня оденут. Одели моего соседа, завтра меня оденут или послезавтра. Какая цель? Это звучало так, что Иосиф привозит футбол в Замбию. Но потом оказалось, что здесь довольно много футбола, и вообще Лусака, в частности, вот столица Замбии, город, в котором много чего есть, и футбольные клубы, и лиги, и так далее. От такой формулировки мы отказались, но когда мы приехали вот в районы, где живут люди бедно, мы поняли, что там не то, что футбола нет, там и мячиков нет нормальных. Цель с помощью футбола разукрасить жизнь детей. У тебя есть какое-то главное впечатление от бедности, которое ты здесь видела? Ну, когда ты как-то, может, эмоционально отреагировала и... Но, честно, в некоторых моментах меня тошнило вот от этой бедности. Ну вот если говорить про эмоции, как они на физическом уровне проявляются, потому что до того бедно, что противно становится, что так вообще можно, в принципе. Дети в канаве, грязь вот это вот, малыши меньше Эммы, которых кормят вот этой вот какой-то водой разбавленной, синтетической, ядерного цвета, зеленый, оранжевый, красный, попкорн им в рот засовывают, просто потому что они сейчас голодные, и нужно что-то дать, чтобы они не кричали. Трущоба Лусаки, или даже не Лусака? Это Лусака. Но это трущоба столицы. Здесь бар Барселона. Да. Здесь реально наливают? Is it bar? Кебе, it's shop or bar? Да. Bar. So beer and something like that. Yeah. And football in the evening. Yeah. They watch Is it football drink? in the evening. Yeah. And yesterday they watched football. How Yeah. did Manchester City, Tottenham? Я Тоттенхэм. Ты преподаешь в местной школе им что-то? Да. А что? Ну, называем это art classes. Я даже не знаю, у нас в России нету уроков по искусству. У нас это ИЗО, изобразительное искусство, да. У них сложно с воображением. На первом занятии, где мы знакомились, я им предложила... Ну, у нас там была тема какая-то, и она логично подводила к тому, что вот расскажите свою историю. Ну, я им говорила, что искусство — это когда человек, используя выразительные средства, рассказывает историю о себе. И они все рисовали одно и то же. Это были домики, чаще всего без людей. Редко у кого были люди в этих домиках. И потом вот кто-то один из, я помню, одна была группа, кто-то рисовал сверху крестик и лампочку внутри. Лампочка такая, от нее вот так вот свет лучиками идет. И потом все просто начали копировать. Крестик, лампочка. Ну и все они рассказывают, как мы любим ходить в церковь. Ну и поскольку здесь церкви действительно, они здесь на каждом шагу,
И я так понимаю, что для детей это, ну вот в таких местах, это единственный какой-то вообще опыт чего-то другого, чем бытовая вот жизнь. Hello. Hello, one more time. Hello. And you are a barber. Yeah, you can make. Can you make the same like you have for me? No, Why? I really want. I don't know. You have this, no? I really want to put something, no? Shima, and can we see how it's cooking? I can open, yeah. Ooh, wow. Is it tasty? Yes. Yeah, you like it? Yes. Yeah. Мы заберем у вас детей, если вы не сделаете прививки. Вот так вот кричали на нас. Но они тоже переживают за нас, чтобы у нас визу мы сделали, чтобы она не закончилась, у нас не оборвалась сейчас там. Рассказывают там своим друзьям. Ну, то есть я вижу, что им нравится, и в какой-то степени, может быть, они гордятся вот тем, что Иосиф делает. Ну, вот я так чувствую, что мама сейчас вот как-то изменилась, по-другому начала. But we make a team here in Trikatane in Bangladesh. Yes, and yes, your oldest son could come on Saturday. Your youngest, I will make my everything to get him soon. Okay? Я ей просто объясняю все время, что я замужем. Иосиф мой муж. Я не буду менять мужа. И для меня важно, чтобы он реализовывался и чтобы он тоже был счастлив по жизни. Вот сейчас он подошел просто вот к какому-то такому рубежу, когда вот то, что он делал, уже не имеет смысла продолжать дальше делать. В то же самое время вот этот вот какой-то опыт и знакомство в какой-то степени, да, вот все, что он получил, общаясь вот в этой футбольной сфере, это можно как-то использовать. По-твоему, чем здесь футбик любят больше, чем у нас? Да, в процентном соотношении, да. Ну, имеется в виду, что все, вот мужская половина населения здесь, они все будут играть, все могут играть. Я не видел ни одного, вот, кто бы не смог там начеканить там, мяч 5 раз и что-то сделать. Футбольный лагерь, не футбольный клуб, не взращивать футболистов. Я приехал с детьми играть, у которых нет детства. И я действительно увидел, что здесь нет детства у детей, но получается, что вот ступенька за ступенькой мы идем к тому, что мы растем в футбольный клуб. Она вкусная. Вкусная? Да. Спасибо. Фруктовая? Да. Кайф. Спасибо. На здоровье. Бамбук? Да. Что, он за ящерицу? Сейчас бамбуком будем искать. Ловить ящерицу. Держи. Там надо прикрыть. Слушай, только ты убивать ее не будешь? Не, ее надо там прикрыть ладошкой, а когда она будет тыкать, то она будет выползать. Говорю. Чтобы сюда приехать, тебе нужно было лаве. Да. Где ты его взял? Я продал машину. Так, какое? У меня был Volkswagen Polo. Так. За 700 продал. Я купил билеты. И я купил сначала one-way ticket. Я купил отпуск
такой длинный, хороший, настоящий отпуск, чтобы мы сюда приехали свежие с семьей. Но я взял по пути, я взял в Кении. То есть у нас был сборный перелет до Кении, мы там почилили очень хорошо. То есть машина ушла на билеты и на отдых, да. Я провел гаражные распродажи. Мы провели же на гаражные распродажи. Это когда мы все свое распродаем, знаешь. Ну, вообще они обычно часто делаются, чтобы не захламляться. Обозначили, что у нас есть такая вот миссия, что мы едем в Африку, и нам нужно собрать деньги для того, чтобы прожить год в Африке. Вот. И мы провели 3 таких распродажи. Это еще порядка 300. На эти деньги, плюс там то, что у меня небольшое скопление было, я закупил мячиков, манишки, сетки, весь футбольный инвентарь, все, что нужно было. Мы собрали те вещи, которые мы с собой сюда берем. Вот. И у меня был один большой донат. Так. Меня поддержал Юра Ладыгин. И вот с этими деньгами я сюда приехал. Я говорю, что я сюда приехал на год. Это флеш-миссия такая. Я вот в это вот в это я верю, что она должна быть такая быстрая. Приехал, сделал, завел моторчик, все дальше работает, я уезжаю. На это я посчитал, ну так размашисто, чтобы там вот все было хорошо и безмятежно у нас здесь, и медицинские страховки, и сразу и машина там. Нам нужно было 2 миллиона 800 рублей. 800 тысяч. 800 тысяч. Ну, у меня их не оказалось. Я приехал сюда, я перевел все в доллары. У меня было порядка 12 тысяч долларов. Здесь дома сдаются полностью пустые, вообще пустые, то есть ничего там нет. И нам нужно было купить сначала кровати, холодильник, плиту, стиральную машину, стол, чтобы там уроки делать, вот все. 3 косаря ушло на это дело, и вот у меня осталось 9 тысяч на жизнь. Ну, получается, что у меня есть денег до августа здесь. Порядка 1800 стоит наша жизнь здесь в месяц. Вот. Но у меня есть платформа. И есть краудфандинговая платформа, где люди донатят. И есть некоторые экшен-люди, я их называю, которые просто молча. Не молча для остальных, тихо для остальных звонят, пишут смс-ку, говорят, вот эту статью твою я закрываю, это на мне. Или просто на рекуррент поставил платеж, что там 5-10 тысяч в месяц прилетает, и вот такие люди тоже есть. Слушай, они тебя боятся, да? Думают, сумасшедший русский какой-то. Как тебе живется тут? Нормально. По Питеру скучаешь? Да. Чего не хватает? Почему скучаешь? Потому что там мои любимые друзья. А откуда? Их зовут Яся и Ева. Они из детского сада? Или из двора? Из двора. Переписываетесь с ними? Да. Что пишут? Не могу даже прочитать. Почему? Потому что мне всего лишь 5 лет. Соседи могут спускаться, и они цепляются человека палец. Да, или, по-моему, И у тебя цеплялись? Нет, только Илью. Я видела. Нет, за тебя за губу цеплялась я. Губу раскромсала, я слышал как-то. Нет, она хотела меня поцеловать, а оказывается укусила. Ящерица хотела поцеловать? Да, укусила. Да, так бывает в жизни. Люди спросят, а почему ты приехал делать это в Африку? В России тоже дофига детей, которым нужна помощь. Когда я ехал сюда, у меня был следующий ответ, что я еду в футбол, я везу футбол детям, у которых нет возможности, заниматься футболом. Нет мяча, они не видели никогда мяча. В России возможность есть. Там нет, желания, там, я не знаю, там ментальность другая, чтобы человека заразить вот футболом, чтобы он занимался, ребенка,
по сути, я вышел как бы здесь на задний двор вот, и с пацанами начал пинать мячик. Это не секция, это не футбольный клуб какой-то, который я вот привез и сразу построил. В России каждый ребенок может взять футбольный мячик и выйти. Здесь они даже если скинутся в десятером, им не хватит на футбольный мячик, а если они его и купят, на грунте, на котором здесь играют, он просто разносится за 2 дня. Делают такие мячи, они здесь называются мпомбуа. Они плавят целлофановые пакеты, и между ними прослойка воздуха тонкая. И получается, они так немножко, он с одной стороны и воздушный, и прессованный, и вот такой вот мячик, они вот ими играют. И это был мой ответ, когда я ехал сюда, почему Африка? Потому что здесь есть желание, но нет возможностей, а в противовес в России есть возможность, нет желания. А когда приехал? Ну, когда приехал, у меня отпали эти вопросы. Ну, у меня просто, я не знаю, у меня не возникает такой вопрос. Настолько мало у них всего в жизни. Вот любое твое действие, оно сразу же производит какой-то результат. Пример приводила, вот я в прошлом году открыла цветочный магазинчик. Их столько в Питере, этих цветочных магазинчиков, что вот открылся еще один, да его никто и не заметит, но если ты не будешь грамотно рекламой заниматься и так далее. Ну, то есть просто один из сотни. Здесь, если ты что-то сделаешь, то здесь вот просто вот в реальности этого не существует. Для человека вот в нашей культуре в это время тебе приходится фильтровать информацию, тебе приходится тщательно отсеивать, что ты к себе подпускаешь, а что ты вот, потому что иначе невозможно, слишком много всего. А здесь ничего нет. И здесь они просто вот как губка впитывают в себя, впитывают. Это субботний кубок каждую неделю, Да, и победитель получает что? приз. Какой? Мы идем ко мне домой, рубимся в PlayStation и едим мясо. С победившей командой. Победивший ко мне. Только здесь вот сейчас только 5 ко мне домой пойдет. 5. Да, 15 сегодня отдыхают. Так, то есть та команда 5, которая выиграет, она идет сегодня хавает и играет И рубится, да. Но, чтобы участвовать здесь, нужно прийти на все тренировки на неделю. Нужно быть на всех тренировках. Сейчас у нас 3 тренировки. До этого было 2, сейчас их 3. Ага. То есть вот это самое, что ни на есть мясной турнир, да? Потому что играет за настоящее мясо. За мясо, да. Где еще можно представить, чтобы в одной группе были команды, которые зовутся Ювентус, Барселона, Ман-Сити и Восход? И Восход впереди. И Восход их всех делает, прикинь. For now, Vaskhod has 11 points. Vasco, 11 points. Barcelona has 12 points. Barcelona goes to my house and eats. Barcelona, Никогда до этого Барселона не приходила. Кебе, помощник Осипа, рэпер. И мы договорились, что сегодня он нам зачитает свою песню, еще песню Джа Липа, которая ему очень нравится. Смотрите, он сейчас репетирует. Это очень трогать. I will make like this. I will buy for each of you. Beef. 3 chickens, 2 beef. Как ресторан. Смотри, козу показывай. На цепях вообще можно. У тебя же нет тренерского образования. Тренерского образования нет. А как ты тогда тренируешь детей? Самозанятый, в смысле, про это. У меня сын занимался в футбольных школах. Я сам занимался в футбольных школах. В какой?
Это был Владивосток, футбольная школа «Спартак». Но они зелено-красные, ой, зелено-белые. Вот, немножко другое. А потом я просто приходил играть на школьный стадион большой, где занимался дубль Луча. Тогда не энергии, тогда просто Луч он был. Второй дивизион они играли. И вот я как-то интегрировался в эту тусовку с футболистами. Прям двустороночки, вся полностью тренировка. Я привез с собой кучу учебников. У меня есть учебники. То есть ты самоучка, по сути? Самоучка. Ну да, самоучка, который достаточно долго наблюдал за Виллаш-Бошем, Спалетти. За Манчини не наблюдал. И за Луческу тоже А у нет. тебя был доступ на тренировки прям? Так, когда Аксель был, да. Так, надо помочить руки. Шима! Что у вас, Гай? Ага. Ёп, она горячая? Горячая. Наверное, поэтому и мочат. Блин, горячая. Короче, шарик. Так, шарик, да? Пацанин ржет так над нами. Ну, кетчуп, да надо без кетчупа попробовать, чтобы понять, наверное. Вот, если можно представить себе, чтобы у чего-то был никакой вкус. Вот бывает нулевая температура, бывают нулевые знания, бывает нулевой вкус. И это в целом очень близко к этому. А это кукурузная мука, да? Это, да, это кукурузная мука. Здесь два вида кукурузы, два сорта. И вот это самый вроде как бы дешевый. Они его и пьют. Кого? Шиму. То есть она разводится еще с небольшим количеством сахара, с водой в бутылочке трясут. И вот они и пьют, и едят. Это вот... Червяки тоже я вот не могу. По углам я стала спокойно. Я понимаю, что у нас здесь полностью. Я их вообще не трогаю. Kuchina vitundu lekani walange lekawalitambe fulu mafanzi konze tuwalange lakalikaliko ile muri Yesu yose niliko zamuyimbilako zamuyimikilako munete melako tam ikaliko ndabaidi bonse sizankalako kudibeni kangwe kapelani mankwicha ile kuri Yesu paka nizafika. Round! Is it nyanja? Yeah. And what about Jakali? Vai gube vaganyati goli vigignare black of chocolado kadisposto pia privati poti biazi opaki kronada tina maishka na million tina miliada karata is written mark to ascroy minus Sroy butur maya miss propaganda. This is a man's word. Ah! Почему восходом ты назвал? Ну, Что потому- такое немножко совковое название? Ну, мы искали немножко совковое название, на самом деле, я думал. Ну, я в Инстаграме запустил, мы голосовали. И путем голосования выиграл «Восход», но в нем есть некое такое значение для этих ребят, что, ну, вот их жизнь вот с этим футболом может иметь некий такой восход. А восход что? Вот ты же понимаешь, что футбиком здесь вряд ли кто-то станет. Но теоретически вот этот вот тот, который Канте, Да. Нголо Канте, вполне возможно, он там в чемпионате Замбии может заиграть. Да. Вот, я легко в это верю. Но остальные нет. И что? То есть в чем будет восход? Моя вот сейчас, наверное, первостепенная задача, как я вижу, я вот их вытащил из вот этой сточной канавы. То есть если бы сейчас не футбол, не турнир, они бы сидели там где-нибудь и играли в грязи. Блин, ну я их всех, я тебе зуб даю, я их всех в школу отправлю, кто у меня останется, они все будут учиться в школе. А что по бабкам? Сколько стоит в год учиться в школе? Бесплатно до 7 класса, ну там какие-то расходы порядка 400 квачей в год. Это униформа, рюкзак, обувь. Это вот чтобы закончить начальную школу, до 7 класса. А старшая школа? А дальше порядка 50 баксов в месяц. О,
50 баксов в месяц? Да. Ну, это типа частные школы уже. А государство только до 7 класса учит? Да. Слушай, ну 50 баксов в год это даже для России дорого. 50 баксов в месяц это даже для России дороговато. Для некоторых регионов, да. Для некоторых, дружище, для большинства. Признайся, сколько раз у тебя за 4 месяца был момент, когда ты хотела собрать вещи и вернуться в Питер? Ну вот через 3 месяца я, наверное, впервые так устала вот от всего, что мне захотелось свалить отсюда. Но это было больше эмоционально, и мне хотелось сказать просто об этом Иосифу. Все, мне надоело, я хочу отсюда уехать. Но как бы внутри ты понимаешь, ну и что? Ну, уедешь ты, и зачем вообще все это надо было в течение 3 месяцев терпеть? Ну, то есть вот такого момента, что я уже готова собрать вещи и уехать, такого не наступило еще. Им сейчас по 12-15 лет, и это потерянное поколение, возраст такой, потерянного поколения, когда вот сейчас либо что-то случится для них, что они начнут, фундамент какой-то в них заложится, и они вокруг него начнут строить свою жизнь. Или же не заложится, и тогда вот жизнь просто рушится в самом начале. В этом возрасте каждый из них, он ищет для себя пример для подражания. И если родители не среагируют и не дадут ему этот пример, с которым они вообще вместе, то есть родители должны осознать вообще, что ребенку в этом возрасте нужен вообще человек, на которого они равняются, за которым они идут. Они ищут его, сейчас не в телевизоре, на Фрешбладе, на всех этих стримах, да, допустим, да, сейчас, в телевизоре, ладно, в журналах, в интернете, какой-то такой пример, который там заливает себе зрачки, пишет какие-нибудь татуировки, и вот они стремятся быть на него, то есть он теперь их вектор развития. Здесь, понятное дело, что ни один родитель не осознает и не ищет никаких героев для своего ребенка, а ребенок будет искать. Я вот герой пафосно убираю это слово, не хочу быть героем для них, но я хочу быть вот их просто корешем, другом в течение этого времени, в то время, когда им нужен пример для подражания, я хочу быть с ними просто. Ты же понимаешь, что это никогда не будет приносить тебе денег? Денег нет. Не будет приносить. Но... Как же история про успех, про то, что... успех в другом. В чем объясни? Вот здесь вот ты баланс находишь, и все, вот все. Я, знаешь, что это вот сейчас? Это благотворительность, но благотворительность, она в понимании, она другая. Когда ты даешь там деньги, вот ты идешь вот в переходе, видишь бабушку, и ты даешь деньги, там, да? И вот она другая благотворительность, я здесь. То есть это экшен какой-то. Я что-то сделал и увидел какой-то результат. И вот у меня благотворительность, она свершилась просто. И из-за этого я чувствую какой-то... я — это я здесь. Второй очень важный момент здесь — это мой сын. Потому что вот этой поездкой он смотрит на меня. Если думать о том, что я забрал своих детей из цивилизации, увез куда-то там в глушь Африки, и вот они у меня живут теперь в худших условиях, чем они жили там, я не так думаю. Я думаю о том, что у меня сейчас более качественное время с сыном, оно просто сконцентрировалось вот в одном времени. Здесь мы вообще все вместе. Он со мной на тренировках, я с ним в школу, со школы, школа короткий день. И вот мы все время вместе здесь. Здесь нет вот такого, что я куда-то там уехал, и вот он остался. И в этом он смотрит, он учится, и тут важно, какой месседж я ему дам. И какой ты ему даешь тут? Что можно жить не только лишь в себя, ориентируясь на себя, а можно еще жить широко, легко, свободно, трушно, но при этом для окружающих.